Всем добрый день, но у нас уже добрый вечер, у нас уже 5 часов. Я только вышла к Андрюше посмотреть, что она тут делает. Он сегодня целый день работает у меня один. Я сегодня занималась там дома своими делами. Андрей вот начал вот эту грушу обрезать. Эта груша ранняя, она будет в июле. Она очень сладкая, вкусная, но у нее ничего не хранится. Она очень вкусная в компотах. Нам очень нравится. И так ее кушать очень вкусно. Андрюша сейчас мелкие, которые ветки пообрезал, чтобы немножко ее разгрузить. Она сильно густая и очень старая уже груша. И еще там, докуда он достанет, попробует обрезать верхушку. Не знаю, получится или нет. Но сейчас покажу, чем он тут еще целый день занимался. Он спахал вот здесь, вот это место. Здесь вот у нас клубничка. Вот уже, кстати, начали... Видите, зеленые пошли. Я не знаю, вот сейчас ее можно уже подкармливать или еще нужно подождать. Ты уже наверх пошел? Ну лезь, я буду тебя снимать. Даже не знает, насколько достанет. Сказала, настолько будет обрезать. Дерево очень высокое. Мы хотим немножко разгрузить его. У нас только скворцов прилетело, всяких других птичек. Андрюша, это ненадежная ветка. Аккуратней. Но я, наверное, буду отходить, потому что я что-то как-то побаиваюсь. Ой. Ох, Андрюша залез на самую вверх туда. А вот самый-самый верх сейчас пока спилим. Ой-ой-ой-ой-ой. Я больше переживаю за смородину. Меня не столько забор волнует, меня больше волнует, что там вот где стоит смородинка. Мне ее жалко. Я боюсь еще за Андрюшу, конечно. Я вообще трусиха. Что, Андрюш, батарейка села? Я даже предлагала еще больше спилить, но вот не знаю. Все, больше не будешь там вверх пилить? Оставим пока нынче? Такие толстые ветки. А ту ветку, наверное, с той стороны только, да? Надо Андрюша пока будет убирать. Ну вот так пока. Будем смотреть, не будем сразу все, только самую-самую верхушку убрали. Как оно дальше будет, будем уже смотреть. Так, покажу вам, что Андрюша сделал сегодня. Он до обеда он уезжал по делам. По своим я занималась там своими делами. А после обеда он уже вышел сюда в огороде, работал. Сегодня у Андрюша мной вообще молодец, много сделал. Посмотрите, вот я уже показывала вам, что мы часть вот эту вспахали. А сегодня он, посмотрите, сколько сделал. И здесь вот все прокультивировал. Ну вот это вот было уже вспахано. И вот было вот отсюда вспахано. И я вам показывала до лука. До лука было вспахано. Вот этот лучок зелененький. Ну, у нас не особенно сегодня жарко. Видимо, с реки все равно такой прохладой тянет. И вот от лука
И вот еще вот здесь вот сегодня все вот это вспахал. Объезжал тут, куролесил. Видите, как аккуратно все мои эти рассадные кусты объехал. И вспахал еще вот здесь. Вот здесь тоже. Я все жду, когда потеплеет, когда начну убирать в малине. Тут не знаю, какие молодые, какие старые. Что-то они как-то не очень отличаются. Поэтому пока ничего не буду трогать. То лишнего. Она и так почему-то здесь так плохо в этом месте растет малина. Мы немножко саженцев на пробу хотим в этом году. Вот вдоль, вот где ящик у нас стоит, мусорный, мы вот хочу там немножко посадить, потому что там, как это сказать, там тень и влажность. А здесь целый день летом прям жара, прижара такая. Тут малина, наверное, ей не очень хорошо. И если ей там будет хорошо, мы со временем отсюда ее, значит, уберем. Ежевика любит солнце. Она балдеет от солнца. Вот она здесь прет и прет и прет. Я ее еще так и не почистила. Ой, у нас с Андреем столько много планов. Я не знаю, нам надо вставать в 5 утра и ложиться в 12. И то мы, наверное, наши планы ничего не успеем сделать. Мы еще хотим к весне. Как к весне? Ну, чтобы в апреле. Сейчас у нас уже... Ой, практически конец марта. Представляете, как быстро время бежит. Это же ужас какой-то. Мы утром выходим из дома и заходим в 8 вечера только ночевать. А в кухню вот сегодня я там генералила, потому что мне нужно все равно приводить к весне. Мы как-то там... Ну, мы же зимой там практически не находимся. Мы только приходим покушать, сварим. Покушали и ушли. И все. Летом там у нас дети приезжают. Хотим там порядок навести. Побелить, покрасить нужно. И вот я сегодня там разбирала кладовку, разобрала, чтобы уже приготовить. Сейчас будем денежки собираем. Нам нужно купить краску для обоев. И хотим, у нас там в комнате белый цвет. Хотим, мы белым красили. Андрюша говорит, что-то уже как-то скучно, надо, хочется чего-то веселого. Но я пока еще даже не выбрала, какой там будет цвет. Там палас зеленый, мебель коричневая, стандартная, все как всегда. Икеи у нас не было никогда, поэтому красивой белой мебели у нас нет. Ну вот, хотим там порядок навести к весне, чтобы уже... У меня там подруга должна в мае приехать. Потом у нас дети в июле приедут. Дима сейчас с Аленкой приедут. У Димы отпуск будет. Дима сейчас у нас в командировке в Москве. Приедут после командировки. У Димы будет отпуск. Они приедут, может, на недельку поживут. А потом уже они, когда уедут домой, уже тогда мы начнем там делать ремонт. Косметический. Глобального ничего делать не будем. Косметически нужно уже подновить. В прошлом году комнату мы не красили, не белили потолки, ничего не делали. Мы только кухню и веранду делали. Надо нынче уже тоже делать везде уже сразу. Андрюша разошелся и там что-то кромсает уже, пока я вам показывала, ходила. Наверное, вырезает все внутренние. Вот эта поросль, которая идет. Вот если нас смотрят те, кто не знает, вот эти вот все побеги, вот эти, которые внутри, их нужно убирать, которые все вовнутрь растут, их нужно убрать для того, чтобы здесь было как бы пространство, вот как здесь, как вот чашка. Здесь мы тоже все выпиливали на второй год, когда мы приехали. И вот сейчас все, что растет вовнутрь, все это каждый год, но уже поздновато, уже надо было раньше. Пока еще, сука, движение не началось, нужно вот это все сделать. Но каждое дерево обрезается по-разному. Хоть и написано там в умных книжках, что нужно это делать ранней-ранней весной, или даже вот как у нас в феврале.
Но вот, допустим, персик обрезается во время цветения. Яблоню, конечно, можно и сейчас обрезать. Вишни и черешни обрезаются чаще всего летом, когда жарко. Тогда она... Почему-то вот вишни и черешни, у них очень часто гниение такое внутри. Не знаю, вот у косточковых очень часто такое бывает. Поэтому рекомендуется обрезать эти деревья во время жары. Тогда у них вот этот срез можно даже ничем не замазывать. Он, вот эта камедь, которая образуется на деревьях, я не знаю, вам не найду, наверное, ее сейчас. Наверное, покажу там на черешне, которая у нас во дворе стоит. Там, по-моему, есть. Когда обрежешь, она затягивает все срезы сама. То есть она сама себя лечит. Андрюша все ходит, думает, чтобы где бы чего-нибудь порезать. Сейчас вот если найду, покажу вам, где у нас были срезы, и оно само потом затянуло. Вот мы эту тоже хотим омолаживать. Вот мы уже начали ее. На второй год мы ее начали тоже омолаживать. Вот это, где были сухие, видите, полопались. Против солнца вам не видно ничего. Показываю, оператор от Бога. Вот видите, вот эти. Я еще и показываю, когда мне не очень видно в камеру. Видите, мы начали ее омолаживать. И у нее сразу вот там дальше пошли молодые веточки. Вот здесь тоже, видите, вот эта ветка, она плохая была. Вот видите, вот это вот уже совсем практически гнилая. Вот мы хотим, чтобы вот отсюда, вот мы ее в прошлом году здесь обрезали, мы хотим, чтобы новые пошли. Вот видите, вот на этой ветке пошли новые побеги в прошлом году. В этом году они уже будут плодоносить. Вырезали также. Вот здесь середину вырезали, потому что прям сильно она густая. Наверху вот там вырезали. Вот нынче вот здесь сухие повырезали. Вот эта черешню больше 30 лет, потому что вот соседи живут уже около 30 лет, они сказали. И они когда приехали, эта черешня уже была большим взрослым деревом. И здесь вот тоже надо омолаживать. Но вот мы еще, конечно, такие специалисты. Еще в каждом дереве по-своему. Одно можно обрезать так, и оно будет расти замечательно. А второе дерево обрежешь, и оно может погибнуть. Вот это тоже нам, вот это нам тоже надо, видите, омолаживать. Вот эти еще более-менее ветки. А вот те старые нам надо более-менее, мы уже там с той стороны поубирали. И вот здесь нужно тоже. Вот кажется, так высоко вот это сейчас дерево, но когда оно начнет цвести, когда появятся у него листья, все вот эти ветки опустятся. Я еще маленькая хожу, еще нормально. А Андрюша, когда ходит, он все время за эти ветки цепляется головой. Ну, хотя Андрюша везде цепляется головой. Так, вот эти тоже вроде стали у нас, вроде они живые. Пока, конечно, не совсем понятно, но пока ждем. Пока ему еще рано распускаться, но вроде как они живые. Пока утверждать на 100% не могу. Это инжир. Вот это тоже инжир, но другой сорт. Этот вот инжир мы вообще вырастили из семян, которые купили в магазине. И это был домашний инжир, то есть он должен был расти в горшке на подоконнике. Он такой вырос большой, мы его высадили, представляете? А он здесь перезимовал первую зиму, это вот у него вторая зима уже у комнатного инжира. Надеемся, что он у нас и дальше будет расти здесь. Хочу вам показать, что я всю весну искала. Вот это крокусы. У нас почему-то цветы все намного позже и цветут, и цвет набирают. Потому что вот уже на соседних улицах, которые подальше от реки, крокусы уже цветут. А у меня вот один единственный, вот это тоже крокусы, а этот у меня один единственный только набрал цвет. Еще не распустился. Даже вот эти вот нарциссы, ну вот это белые нарциссы. А вот желтые тоже мы ездили к нашим друзьям, у них нарцисс уже вот-вот распустится, уже выкинул цветоносы.
А у нас вот даже еще и не видно, только травка зеленая пока еще. Так, что у нас еще здесь? Пока ничего не двигается, потому что немножко прохладно. Ничего не двигается. Единственное, вот лилейники, те в рост пошли. Вон какие уже торчат. Ну вот эти вот почему-то не выкидывают большие такие тюльпаны, но цветоносов нет. Почему-то только по одному листу. Вот они выкинули, и все, больше ничего нет у них. Не знаю, может быть и цвести даже не будут. Здесь вот, здесь тоже вот цветонос появился. Вот он маленький там торчит. Ну тоже пока у нас еще, видимо, от реки у нас еще холодно. Поэтому кошки все идут. Жимолость декоративная, не знаю, еще вроде не видно, отходит, не отходит, но вроде листики потихонечку кое-где появляются. Надеюсь, что мы ее не испортили. Но вот я прочитала комментарии на ютубе. Говорят, что если она как лиана, кошки дерутся, то ее можно даже обрезать практически под корень, и она должна, в принципе, дать новые побеги. Я, конечно, не уверена, пока рисковать мы не будем. Так. Ну, тут больше ничего нового у меня не происходит пока. Ничего. Пойду посмотрю, что делает Андрюша. Вот шла мимо, хотела вам показать. Уже вроде мы весной поздно. Мы обрезали, видите, розы. И они подмерзли. Мы думали только у нас. Мы, кстати, вот были когда у наших друзей. У них не обрезанные розы. И больше половины они у них вот такие черные стоят. Ну, сантиметров, наверное, 30 от земли они вот такие зеленые, живые. Вот видите, пошли почечки. Вот они, почечки пошли молодые, новенькие. Вот видно тут. У них тоже подмерзли, хотя они от реки живут очень далеко. Не так, как мы. Но вот это такое ощущение, что она вообще не перезимовала. Видите? Ну, конечно, надеюсь, что она еще не замерзла. Может, просто старая, поэтому у нее такой вид некрасивый. Ну, розы пошли в рост. Я так до сих пор еще ничего здесь даже не подкормила. Ой, столько планов. Времени мало совсем. Так, вот одну эту лишнюю мы убрали. Вот эту тоже уберем нижнюю? Ой, Андрюша. Но вот эти вот, когда у них, они сильно прям низко, они лежат. И груши просто гниют. Может, вот это уберем? Ты как думаешь? Показываю вам результат стрижки. Вот когда смотришь книги, смотришь видео, так все понятно, так все расписано, это туда, это сюда. А когда приходишь, и у тебя вот такая растопыренное в разные стороны непонятное дерево, и веток, оказывается, не столько, сколько в книжке, и растут они в другие стороны. Поэтому непонятно, что убирать. Но учимся пока вот как есть, на тех деревьях, которые у нас есть. То, что сформировано, скорее всего, да, неправильно. То, что сильно короткий ствол. Вот на яблонях, видите, какой ствол здесь. И хоть как-то более-менее можно что-то сделать. А здесь ветки пошли практически от земли. Ну вот убрали мы вот эту ветку большую, потому что она здесь мешала. Вот эту мы хотим. Вот здесь убрали центральную. Эти верхние укоротили все. И вот эту мы немножко оттянем. Или поставим распорку, или привяжем веревку, чтобы немножко оттянуть. Здесь они почему так наклонились, потому что здесь вот была яблоня. Мы ее убрали. Здесь она прямо на груше была. Мы ее убрали в первый год, вот эти большие ветки. Вот здесь убрали ветку, которая на грушу падала. И вот эти большие убрали. Поэтому груша маленько начала хоть расти. Ну вот распорку поставим или отклоним. Здесь убрали вот эти длинные ветки, которые до земли всегда были. Нижние убрали. Потому что вот с этой сомневаемся, конечно, что вот с этой делать. Но в этом году решили мы ее пока оставить. Пусть она побудет. Вот эти тоже укоротили.
Ну, примерно, наверное, на метр укоротили мы вот эти длинные, прям сильно длинные они. Они потом загибаются, и она начинает там трескаться и ломаться. Ну вот, мы еще думаем, вот это у нас чернослив стоит. И вот его сначала, я так понимаю, растягивали, а потом связывали. И вот видите, оно все полопалось там внутри. Вот видите, вот такая там дыра прям вовнутрь. Я тоже думаю, сначала ставили на распорке, а потом она стала тяжелая, стала разламываться. Честно сказать, чернослива вот уже 4-й год мы здесь. О, 5-й уже, 4 года мы здесь живем, да, у нас 4 лета прошло. Но чернослива мы здесь вот, ну, не видели мы много. В прошлом году, правда, у нас отбило все градом. А так, 1-й год 4 штуки мы всего лишь навсего видели. Посмотрим, сколько в этом году. Вот видите, богомол. Не знаешь, там он живой, не живой, или уже может... Но еще, наверное, не вышел, потому что целенькая вся. Его кокон целенький еще. Так, ну вот эти груши мы вообще не знаем, что с ними делать. Но что вот эта груша, что вот это очень вкусные груши, но они так неправильно посажены. Прям очень близко. Видите, огромный абрикос. Тут стоит чернослив, и между ними стоит вот груша. Скорее всего, вот мы, наверное, уберем вот эту ветку. Андрюш, может, мы вот эту ветку просто уберем? Вот эту, которая на грушу прямо ложится. И все. И будет красота. Ну все, наверное, мы будем собираться домой. У нас садится уже солнышко. Становится прохладно у нас. Видите, какой красивый у нас закат. Андрюша разошелся, ему еще хочется поработать. А я бы уже домой пошла, немножко замерзла. Я в одной кофте, поэтому мне немножко холодно. Ну все, буду с вами прощаться. До свидания. До новых встреч. Всем хорошего настроения, хорошей погоды и крепкого здоровья.